Всем доброй ночи, точнее раннего утра. Дорогие друзья, про лечебную силу глины мы все слышали. Про косметические свойства глины в том числе. Черная глина, красная глина, белая глина, желтая, их много разновидностей, даже синяя есть. Обладает лечебным свойством. В глине очень много минералов, очень много полезных солей для нашей кожи. И маски из глины оздоравливают кожу не только лица, но и всего тела. Глину добавляют в ванную, когда принимают ванную. Глиной мажут волосы, через некоторое время смывают и укрепляют корни волос. В Африке глина вообще носит такой характер спасительный, поскольку многие племена мажут и волосы, и кожу такой красноватой глиной. Африканские некоторые племена, нам кажется, что у них кожа красная. На самом деле это глина. И вот эта красная глина буквально спасает кожу от солнца, от солнечных лучей, и голову спасает от солнечного удара. Почему глина так почитается? Почему считается, что глина обладает такими чудесными свойствами? Еще с древних времен лечение глиной разными методами считалось очень популярной, особенно в Древнем Египте, еще со времен Клеопатры. Считается, что в глине все минералы, одним словом, все составляющие, все, что есть в человеческом организме. То есть весь состав всех этих веществ, из которого мы состоим, есть и в глине. Отсюда и делали выводы, что человек был сотворен из глины. И после того, как человек превращается в прах, он превращается в глину. Именно поэтому считается, что глина – это живой материал. То есть глина – это материал, который запоминает информацию. Из глины делают домики. В древние времена лепили дома, и африканские племена из глины делают сосуды, там лучше хранится продукт и сохраняет свои свойства, потому что глина – это живой материал. И с глиной нужно быть очень аккуратный, как говорили древние. Может быть, сосуд из глины, который у тебя на столе стоит, он сотворен из головы древнего царя. То есть глина полностью содержит все минералы, все составляющие, в общем, все, из чего состоит человеческое тело. А следовательно, глина, будучи живым материалом, может излечить и помочь. Дорогие друзья, когда лепят глину руками, как правило, без перчаток, без всего, считается, что передается определенная сила мастера, то есть его энергия. И если человек добрый, то этот глиняный сосуд или ваза может принести очень много удачи в дом людей. Если он злой, то он может принести несчастье. Поэтому, прежде чем купить у мастера какой-либо сосуд, какую-либо вазу, кувшин, люди думали, у того ли человека это покупают, и насколько этот человек прославлен как хороший человек, да, как добрый, приносящий удачу. Далее. Помимо того, что глина лечит поверхностно, то есть кожу человека, волосы,
Глина способна излечить и внутренние органы человека, то есть очистить от язвы, от гноя, от хвори, от всяких излишеств, из-за которого там человек болеет, что глина может вылечить поджелудочную, желудок, систему кровообращения, регулировать желчь в организме и так далее. А как это делалось? Это древний метод, дорогие друзья. Просто на основе этого древнего метода я создала ритуал, чтобы усилить. Хочу вам сказать, что можете заглянуть у меня в сообщество и посмотреть. Там много смс от людей, у которых произошли очень важные события в жизни, очень большие перемены со здоровьем в лучшую сторону. После того, как они проводили со мной ритуалы в прямом эфире, я в ближайшее время обещаю вам еще раз провести, потому что очень хотят со мной в прямом эфире проводить, когда много тысяч людей соединяют воедино и проводят чистки, то эта чистка получается намного сильнее. Я вам даю слово, на днях постараюсь найти время. Просто с этим вождением немножко изматываюсь. Но в любом случае мне это нужно, потому что садиться за руль, не зная, как ездить, мне кажется, величайшая тупость. И это нельзя допускать. Нужно нести ответственность за свою жизнь и за жизнь людей. Согласны? Калечить кого-либо никто не вправе. Вот поэтому я должна учиться очень хорошо, прежде чем рискнуть. Хотя уже еду почти как профессионал, честно-честно. Ну ладно, смекалка у меня такая. Проехали. И вот поскольку у меня нет столько времени, я как-то немножко откладываю, но проведу на днях. Итак, там есть очень весомые перемены, вплоть до того, что просыпаются просто те органы, которые считались уже непригодными для жизни, собственно говоря, их поддерживали определенными гормонами или лекарствами, они начинают приходить в норму. Это очень важно. И вот я на основе этой древней традиции создала ритуал. Этот ритуал где-то у меня года 1,5 назад я начала давать людям. Результаты хорошие, поэтому проверенно могу теперь передать вам. Что хочу вам сказать. На чем это основано? Глиняные шарики. Дорогие друзья, еще в моем детстве я помню, что моя прабабушка заставляла мою сестру двоюродную, которой желудок вечно болел, значит, там что-то читала на эти шарики глиняные, лепила шарики и, значит, заставляла их проглотить. Эти шарики глиняные, они входят в организм, начинают очищать, они берут на себя весь гной. Вот все это ненужность, все, что там есть, и все, что не надо организму, все, что создает дискомфорт, все, что создает мучение, все, что приводит к болезни и прочее, эти шарики берут на себя, собирают и, естественно, выходят естественным путем, но очищают организм. 2 раза в месяц вполне достаточно, чтобы в течение нескольких месяцев оздоровить свой организм очень прям хорошо. Если у вас, конечно, нет очень страшных болезней, надеюсь, что нет, но даже при этом можно попробовать продлить себе жизнь, обновить, потому что, естественно, вот на самом деле очень хорошо помогает. Что нужно для этого? Значит, там 3 ложки, чайные ложки глины. Ну, смотрите сами, как вам, чтобы получилась такая кашица. Потом добавьте еще, чтобы закрепилось оно. И катайте своими же пальцами вот эти вот шарики. Потому что ваши пальцы несут информацию о вас, о вашем теле, о вашем организме. Вот эти вот подушки. И катая вот эти вот шарики, вы как бы, понимаете, как вы
даете глине возможность запомнить ваши болезни, что она там должна забрать, что она должна взять на себя. Катайте эти шарики 5-6 штук, вот вполне достаточно. Положите на какое-нибудь блюдце, емкость, и подождите немного, чтобы высохли, чтобы вы, когда будете их проглатывать, чтобы они не разваливались наполовине, они должны немного высохнуть. Можете и на солнце положить, это не страшно. Читайте 6 раз заговор над этими шариками перед тем, как проглотить их. И друг за другом проглотите. Можете водой запивать, если тяжело. Это как таблетки практически. И через некоторое время немного начнет вас крутить, вертеть. Ну, потому что он начинает работать в желудке, начинает на себя, знаете, обволакиваться вот в это все, что там есть. И, естественно, потом выходит. В месяц 2 раза можете делать, 3 раза, смотря насколько выдержите. Это не причиняет какой-то дискомфорт. Просто может быть диарея, может быть немножко так, ну, состояние такое удрученное, потому что все-таки инородные тела в организме, которые очищают ваш желудок, поджелудочный, выводя оттуда все ненужное, там воспаленная слизь и так далее. Не буду сейчас перечислять, вы сами понимаете, что там может быть. Очищая полностью организм, выводят это все и обновляют. Многие мне говорили, что после таких процедур они буквально просто омолаживаются, потому что очищается кожа, исчезают из лица вот эти все мелкие, большие прыщи, гнойники и прочее, прочее. Чистит глина полностью. Любую глину можете купить в аптеке, значит, катать эти шарики, оставить, пока она достаточно так укрепится, чтобы можно было их проглатывать, как таблетки. Вот маленькие, мелкие просто сделайте. Это традиция лечить тело, организм, и особенно желудок и поджелудочные вот этими вот глиняными шариками пришло еще из древней Месопотамии. Итак, здесь есть и призыв к духам для того, чтобы усилить, и призыв к силам земли и прочее, прочее. Читаем 6 раз перед тем, как взять и, значит, проглатывать. Можете, катая шарики, читать, оно будет еще сильнее. Но, в принципе, это не обязательно. Достаточно перед тем, как их проглотить. 6 раз над ними прочитать и проглотить. Все. Вы сами заметите, как очистится организм. Единственное условие, чтобы вы вот в этот день особо никуда не ездили, вот когда это сделаете. Любое время можете делать, днем, ночью, утром, когда у вас есть время, это не имеет значения. Луна тоже не имеет значения, чтобы постоянно не спрашивали. Итак, начнем. О великие боги, создавшие человека Адама из глины. Из глины мы вышли, в глину превратимся, из глины состоим, глиной и исцелимся. Сила глины, могущество земли. Через меня пройди, очищая меня от гноя и болезни, от язв и хвори, взяв всю скверну и боли, из тела выйди. Обнови меня, от болезни спаси меня, дух земли, проснись. С глиной сливайся, тело обновись, оживляйся. Заклинаю тебя, земляная сила, направляю тебя на мои болезни. Сожри их и уничтожь, и выведи из тела. Соединяйте слово и дело. 12 духов, услышьте меня. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Благословите силу глины. Через глину уберите мои хвори, обновите мое тело. Да свершится для меня благое дело. Могучая магия меня услышит. Духи помогут, глина излечит. Ключ, замок, язык. Заклято. Проведите этот ритуал, и через некоторое время результат не заставит себя ждать.
Потому что вы прекрасно знаете, что работы, которые я вам дарю, они не просто полезны для вас, они порой и спасительны. Поэтому не ленитесь, проводите. Тем более, что вам особо много чего не нужно для того, чтобы проводить эти ритуалы. Всем удачи и здоровья. Всего хорошего.